Визом 001. Это канал подкастов Визом 001, и с нами SEO и собственник группы компании Визом Сергей Гузенко. Традиционно так мы начинаем наши подкасты, но сегодня случай необычный. У нас подкаст на троих. Сегодня у нас есть секретный гость, который пришел к нам в нашу импровизированную студию, и думаю, что по праву дадим ему возможность поздороваться для того, чтобы посмотреть, кто из слушателей узнает его с первых ноток. Здоровайся, секретный гость. Здравствуйте. Ну, я думаю, что многие узнали, поэтому прекрасно. Здравствуйте, что с нами еще сегодня Евгений Потоляк. Потому что мы будем говорить о поездке, о новом туре в Штаты, очередном. Сергей и Евгений приготовили нам много новостей. Каждый раз традиционно после того, как эта поездка завершается, мы собираемся на подкаст для того, чтобы это обсудить. Давайте, чтобы начать, Сергей, буквально 2 слова, общее впечатление об очередной поездке, как съездили, как настроение, что привезли, в общих чертах. Итак, начнем по порядку. В Майами, я говорю о себе, да, я лично был первый раз. Говорю, что мое представление о Майами, это было CSI в Майами. По-моему, был такой сериал, который я смотрел 100 миллионов лет назад, где есть некие дома, мужчина в пиджаке и галстуке и какой-то определенный образ в голове. Оказалось, это совершенно не так, совершенно по-другому выглядит. Город мне понравился. Климат понравился, окружение понравилось, и это я для себя сделал вывод, что это другая Америка, которую я лично посещал ранее. Это не Чикаго, не Нью-Йорк, это Майами, непонятно, и в прямом и переносном смысле. Оцениваю в целом поездку как классная. Не знаю, мы потом обсудим, наверное, само мероприятие, на которое мы ездили, да, конкретно по деталям. Ездили мы на Ukrainian Business Forum, который был посвящен логистике, очень много текущих клиентов, коммуникаций, клиентов, которые будут компаний, ЛПРов компаний, скажем так, приехали туда на это мероприятие тоже с Чикаго, было много знакомых лиц, и в целом все прошло просто замечательно. И мы потом неделю еще проводили во встречах, которые прошли тоже на ура. Вот такое мое общее впечатление по Майами. Отлично, спасибо большое. Коротко первое впечатление взяли. Уже скажи, а у тебя же это, насколько я понимаю, тоже первая поездка в Майами. Ну и о твоих впечатлениях о Штатах как таковых мы еще в подкастах вообще не говорили. Поэтому, если можно, 2 слова, как тебе вообще в принципе Штаты и как тебе, собственно, Майами. За эту весну мы посетили буквально 4 штата уже. Это Чикаго, Иллинойс, мы были в Кливленде, это Ohio, если я правильно помню, были в Нью-Йорке, и вот сейчас мы съездили в Майами. Это 4 абсолютно разных штата, абсолютно разные города. Они прям как будто разные страны, разные континенты, отличаются очень сильно. Касаемо самого Майами, мне показался этот город очень-очень знакомым. У меня ощущение такое, как будто я в нем уже бывал миллион раз. Скорее всего, это связано с моим детством, когда мы все играли в компьютерные игры, играли в GTA Vice City. И да, GTA Vice City, да, и там прототипом был город Майами, поэтому, когда мы ездили за рулем по этому городу, я прям четко понимал, куда надо ехать, что здесь вот клуб Малибу, а здесь у нас будет остров, а здесь пляж. Поэтому, собственно, город до боли знакомый, очень-очень интересный. Круто. Спасибо большое, спасибо за то, что поделились. Давайте ехать дальше. Мы уже начали немножко затрагивать вообще мероприятие и цель поездки. Давайте немножко в это углубимся. Чем эта поездка отличалась от других? Ну и, собственно, немножко поговорим о центральном ивенте, на который вы попали. Давайте начнем с Сергея, потому что я знаю, что долго готовились к этой всей истории, и хотелось бы немножко больше подробностей об этом узнать.
Мероприятие проходило в воскресенье, как я уже сказал, это был форум, посвященный логистике, было 6 спикеров, не знаю, 5 или 4 из них были именно владельцы логистических компаний, траковых компаний, как они себя называют. Как правило, портрет, он практически одинаковый, это иммигранты, которые приехали после университета по work and travel, остались там, работали водителями, потом по каким-то причинам абсолютно разным, там купили себе трак, потом взяли, потом у него было 2, 3, 4, наняли водителей вместе с траками и так далее и тому подобное. И спустя 12 лет у них там компания, которая приблизительно там 100 плюс траков, и это их бизнес. Со многими были знакомы. Самым главным, наверное, для нас это был спикер номер 6, который выступал последним. Это был наш текущий клиент, проект называется Хаук. Он выступал на этом мероприятии в первый раз, сам владелец Дмитрий Чебаненко. И классным было то, что там вот небольшой зал такой, там человек 70 где-то было в целом людей. Была сцена, где выступали спикеры, экран был. Рядом стоял Куликовский, такой брендвол, их кресло стояло. И чуть дальше наш баннер, такой 1,20 м там, на 2, классическая растяжка. Вот. И Дима там листает слайды, презентации, которые, кстати, готовил Максим Кауров. Вот. И доходит до слайда, где там он рассказал свою историю, она очень такая интересная, тоже он там свой путь у него, как и у всех владельцев, он достаточно уникальный, интересный, рассказывал он с эмоциями, и это было приятно слушать. Вот. И когда он доходит до слайда, где там написано там, приложение, веб-часть какая-то, приложение Хаук, он дословно говорит следующее: мы долго выбирали партнера, который будет нам делать IT-продукт. Вот, фильтровали, выбирали, встречались, в итоге вы выбрали Визом, показывают нам вот эту нашу растяжку, и поворачиваясь там в зал, где сидим мы там с Женей вот так вот напротив него там в 3-м ряду, и говорит: вот ребята сидят, они супер классные, мы всем довольны, бомба, огонь, и вообще это не реклама, но я их рекомендую, лучше их нет, они самые классные в мире. И вот после этих слов я в целом понял, что там деньги, время, усилия, это все окупится с лихвой и уже окупилось после таких слов. Потому что самое главное, достигнута в целом глобальная цель. Мы сделали продукт клиенту, и кроме того, что мы там заняли сотрудников, реализовали какие-то свои задачи абсолютно разные, мы там, я не знаю, использовали, не использовали технологии, мы оставили клиента что? Довольным. И это прям вот вершина айсберга. Чем больше будет таких клиентов, тем больше будет у нас всего. Денег, зарплат, прибыли, офисов, людей и так далее и тому подобное. Это бывает. И я очень рад, что это произошло. Причем итерации с тем же Хауком были за всю жизнь проекта, она уже больше 2 лет, и мы сейчас в данный момент тоже работаем по новым модулям. И они были разные, вот, но в целом мне очень приятно, что клиент это сказал. Вот такое было мероприятие. Ну, Женя, наверное, пусть добавит, не буду же я все рассказывать, пусть сам Евгений расскажет свои впечатления и добавит то, что не рассказал я. Да, я присоединяюсь к просьбе Евгений, дополни, пожалуйста, и расскажи свои впечатления, но я еще попрошу тебя, так как наш подкаст слушают не только сотрудники, но есть еще круг людей вне Визома, к своим впечатлениям добавь 2 слова о том, почему для Визома вообще логистический форум в Штатах это было важно. Потому что те, кто не в теме, могут не совсем понимать, при чем здесь IT и почему мы едем к траковым компаниям в Штаты. Если можно, 2 слова объясни. Окей, спасибо, Антон. Так сложилось исторически, что к нам пришло несколько проектов со Штатов, именно с тракового бизнеса. И мы, сделав для них различные IT-решения, IT-продукты, накопили довольно серьезную экспертизу в этой нише. Ну и, по сути, выкристаллизовалась такая вот специализация, можно сказать, для IT-компании Визом, именно траковый бизнес.
Сейчас уже никому не стоит объяснять о том, что мы в этом эксперты, потому что мы задаем правильные вопросы, мы можем правильно услышать клиента, подобрать для клиента правильное решение и реализовать это от начала до конца. Именно поэтому траковый бизнес и траковая конференция для нас является, по сути, той концентрацией целевой аудитории, которая нам нужна. И быть и находиться среди владельцев и топ-менеджеров траковых компаний в одном месте, это, по сути, для нас очень-очень важно. И именно поэтому мы решили посетить данную конференцию, на которую нас пригласили. Вот, собственно, что является самым важным фактором, почему мы туда поехали. Окей, спасибо. Да, теперь стало понятнее для тех, кто, возможно, не в курсе нашей специализации, особенно на Штаты. Ну и от себя добавь 2 слова. Вот какие твои впечатления от самого ивента, от самой конференции? Ну, во-первых, это новый уровень взаимоотношений с текущими клиентами, потому что на конференции были как те, кого мы еще не знали и не общались, так и те, кто является уже сегодня нашими клиентами. И мы с клиентами вышли уже на новый уровень. Это и совместные завтраки, и ужины, и пробежка вдоль океана, и различные, не знаю, встречи в пентхаусе у того же Димы Хаук. То есть, по сути, мы вышли на абсолютно новый уровень взаимоотношений с текущими клиентами. А следующее – это непосредственно мы выходили за рамки общения по проекту, а уже общались по другим направлениям, по партнерским взаимоотношениям, по условно открытию счетов в американских банках и так далее. То есть нам давали много рекомендаций, советов, и по сути это такая уже больше не клиент-исполнитель взаимоотношений, а уже более на высоком уровне. Ну и очень классный нетворкинг, потому что, как я уже говорил, было много хороших людей, много людей из тех, которых мы уже знаем, много людей, которых мы хотели познакомиться, и эта конференция дала возможность, по сути, со всеми ими прокоммуницировать в довольно-таки короткий период времени и обменяться контактами, дальнейшими какими-то идеями и продолжить общение уже будучи в Европе. Класс. Спасибо. Серьезно? Бегал вдоль океана с клиентами? Да, у нас есть, скажем так, знакомый из Чикаго, у него большая траковая компания, мы с ним в Чикаго встречались, и он организовывал пробежку, Денис Панив, он организовал пробежку вдоль океана, на которую пригласил, по сути, участников конференции, ну и мы приняли участие в данной пробежке. Я считаю, что это подвиг. Спасибо большое, хорошо, едем дальше. Ну, давайте теперь о главных достижениях, да, о том, понятно, что нельзя сейчас о многом говорить, есть вещи, которые только в процессе переговоров и так далее, но если в общем, так скажем, в самом первом приближении, какие главные достижения этой поездки? Сергей, наверное, вопрос сначала к тебе. Женя, наверное, расскажет детализированно о количестве лидов и о том, какие у нас числовые, чисто метрики, он в курсе, у него под рукой это все. Я хочу сказать, что коммуникации были разные, их было много. Я хочу выделить следующее. Во-первых, мы продавали партнерку, и она на самом деле звучит офигенно. И дословно, когда мы вышли от текущего клиента Купер, у нас есть клиент в Майами, Купер, который с нами давно сотрудничает, и мы делали ему IT-продукт не один. И мы встретились с менеджером, ЛПР не получилось, не захотел, не знаю, как это, неважно. И мы ему говорили про партнерку, рассказали, как это работает, какие у нас, к чему можно стремиться, какой процент, какая кэшбэк или партнерские процент и так далее и тому подобное. И мы вышли, и дословно я говорю: Женя, блин, капец, это круто звучит, прям хочется просто самому делать то, что мы предлагаем делать клиентам. Это как-то мощно, твердо. Вот это мое мнение, и это классно. То есть мы были очень много встреч, которые
чисто вот о таких взаимоотношениях. Кто-то работает в недвижке, в других отраслях, в проектах, в компаниях, и мы всем продаем партнерку, потому что это круто, ну и тут ожидаем лидов с этой стороны, плюс у нас есть отдельный менеджер, который этим направлением занимается и так далее и тому подобное. Это первое. Второе, это у нас была встреча с клиентом, в будущем, я надеюсь, Александр Довгань, который выиграл у нас сертификат. Дело в том, что после того, как прошло все это мероприятие, мы разыграли сертификат, регистрировались люди, потом Женя вышел на сцену, сказал: Сири, скажи мне там номер от единицы там, до 70, ему сказали номер там 30, и это выиграл там Александр Довгань. И мы потом с ним встречались, и самое интересное, что человек начал инвестирование в IT-продукты еще в 2016 году, тогда, когда только внедрялась вот эта система ELD, о которой мы рассказывали, я 100 раз, миллионов раз это рассказывал. И он уже тогда делал свою ELD-систему, которая ничем не закончилась, он там у индусов делал, вообще ничего не сделал. Сейчас у него есть МС-ка, и он рассказывал в целом о продукте, который он хочет, делал, будет делать, и в инфраструктуре, и это впечатляет, то есть масштаб человека, он капец, неземной. Чтобы вы понимали, он купил остров и будет строить там город, в прямом понимании этого смысла. Я ему говорю о том, что, судя по всему, это не 1 миллион долларов. Он говорит: да, я уже инвестировал с 2016 года 5 миллионов долларов в IT-продукты. И вот у нас дальше с ним идет коммуникация, то есть это вот человек, который выиграл сертификат, там на 15 тысяч долларов мы разыграли сертификат, вот он его выиграл, по сути он уже приплатил нам, предоплату осуществил в этом размере за какие-то наши услуги, и теперь там будем дальше с ним итерироваться. Это второе. Так, и наверное, еще одна классификация. Вот, недвижка. У нас главный вопрос всегда был о том, что мы называем 3 экспертизы. Всегда логистика, недвижная и e-commerce. E-commerce не продается, хотя Женя говорит, кто-то делает e-commerce за границу и на конструкторе за 100 тысяч долларов. Тоже хороший вопрос, кто это клиенты, которые покупают. Вторая, у нас второй тип проектов — это недвижка, да, у нас есть кейсы, Укрбуд, Риэл и так далее и тому подобное, структура, опыт, мы знаем, как это работает, куча готовых решений, и непонятно, почему оно не продается, и вот у нас были несколько встреч, которые, скажем так, приоткрыли занавесу, или как это правильно говорить, извините, за как это работает. И в целом сейчас тоже идут коммуникации, и есть более или менее новое видение, как это можно реализовать и выйти на этот рынок. Плюс все понимают, что Майами — это, не знаю, минимум топ-3 недвижки, не знаю, то ли Америки, то ли мира, как-то так, да. В общем, недвижка крутая, востребована, стоит кучу денег, какой-то там пентхаус в каком-то доме перед океаном, 35 миллионов долларов, да, Жень, что-то такая цена нам называли, 35 миллионов долларов. Поэтому мы хотим просто сделать какому-то вот комплексу IT-продукт и взять вот таким пентхаусом. Почему нет? Класс. И все интересно. Прям все интересно. Клиент интересный, остров и город интересно. Недвижка интересна, тем более Майами, где же заниматься развитием этой ниши, если не в Майами. Женя, добавь, пожалуйста, если можешь, по числам, по цифрам, то, что считаешь важным с точки зрения результата. Да, окей. Касаемо цифр, то по моим подсчетам мы провели 25 встреч. У нас на сегодняшний день уже находится 25 этих контактов в работе. Кто-то на партнерку, кто-то как клиент, с кем-то мы просто дружим. Плюс это все начало вируситься, люди начали друг другу рекомендовать. И вот мы уже проводим сейчас встречи и созвоны с теми, кто не был на конференции, но с теми, кто знает тех, кто был на конференции. То есть нас рекомендуют, и это очень хорошо. Это я считаю классным достижением. Вот буквально вчера я был на созвоне с лидом, который к нам пришел просто по теплой лидогенерации, а он говорит о том, что его знакомый был на этой конференции, высылает нашу фотку, где мы все вместе находимся, и, скажем так, мир очень такой небольшой становится, все друг друга знают, и то, что
наша экспертиза шерится, то, что нас рекомендуют, и то, что мы общаемся уже не только с участниками конференции, а и с их знакомыми, это очень хорошо. Второе, это непосредственно Александр Довгаль, это действительно классный кейс по следующим причинам. Я лично и мои бойцы в департаменте продаж пытались с ним выйти на контакт. И он был очень закрыт, и никакой связи обратной не было. Но когда мы пришли на конференцию, а точнее на пробежку, то мы с ним сразу же познакомились, сразу начали коммуницировать по IT-проектам. На самой конференции это общение продолжилось, и когда он выиграл сертификат, то это просто выстроилось в некую такую цепочку, что сначала познакомились, потом общались по IT, потом сертификат, потом мы пошли с ним пообедали, и действительно это в дальнейшем, по моим ощущениям, может перерасти в довольно-таки интересный проект. Ну и третье, это то, о чем уже вспоминали, это то, что Дмитрий Чебаненко, спикер со сцены, публично нас, скажем так, похвалил нашу работу и то, что мы для него сделали, тот продукт, который для него сделали. И вот весь, по сути, все сливки тракового бизнеса, которые были на этой конференции, все прекрасно слышали, что IT-компания Визом — это IT-решение для транспортных компаний, и вот эти ребята как раз-таки этим занимаются. И после конференции к нам подходили люди, обменивались визитками, стремились к тому, чтобы пообщаться по каким-то дальнейшим IT-продуктам. Здорово. Слушай, ты сказал, что вы провели в общей сложности там больше 25 встреч. А за сколько дней, сколько чистых рабочих дней там у вас было? Так, мы были с какого? Мы прилетели в пятницу, в пятницу мы вылетели, в пятницу прилетели, суббота на адаптация, воскресенье мероприятие и улетели обратно в субботу. То есть у нас была понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 5 дней. То есть это получается, что у вас, вы ничего себе суперпродуктивно, по 5 встреч в день проводили в среднем. Это тяжело, это серьезный темп. В Чикаго, если ты помнишь, 8 встреч в один день был рекорд. С 8 утра до 8 вечера. Как вообще с таким ритмом справляться? Как вам работалось в паре? Помогало ли то, что вы там вдвоем? И вообще, как вы вывозили такое количество встреч в такое короткое время, в такую интенсивность? Жень, давай начнем, наверное, с тебя, потому что, интересно именно про работу в паре, работу вдвоем и про график. Жень, маленькая ремарочка, я тебе напоминаю, все, что было в Майами, остается в Майами, ты помнишь, да? Да, я помню. Это про Вегас так говорят, мы еще в Вегасе не были. На самом деле, касаемо графика, он был довольно плотный и насыщенный. Вот часть из этих встреч, она сразу же была на конференции. Здесь надо сделать, скажем так, ремарку, что это не 5 дней по 5 встреч, то есть, большая часть контактов и коммуникаций проходила на конференции. Дальше после конференции у нас уже были назначенные встречи с другим бизнесом. Это и недвижимость, и другие направления. То есть касаемо работы в паре. Так вот, у нас на самом деле во многом сходятся мнения по работе, по коммуникации, по встречам. И с моей точки зрения нам в паре работать комфортно. В принципе, на встречах мы обычно стараемся дополнять друг друга. Пока один говорит, второй может анализировать информацию, фиксировать различные факты. И как-то дополнять друг друга. То есть, если мы видим, что кто-то может добавить что-то, либо задать какой-то дополнительный вопрос, то, в принципе, мы это делаем. Плюс очень классным фактором является то, что в машине 2 водителя. То есть, когда один едет, второй может себе открыть ноут или телефон, или просто назначать встречи. То есть, это очень удобно и комфортно. Скажем так, по поводу вождения у нас были определенные разногласия, но я думаю, что это то, что было в Майами, останется в Майами. По поводу чего? Прошу прощения, не услышал. По поводу вождения, по вождению. По вождению? Кто кем был недоволен?
Женя мной, конечно, кто еще? Я понял. Окей, спасибо большое, Жень, за ответ. Ну, знаешь, что так рассказываешь, и не хватает какого-то «но». Я не знаю, прямо вот «но» и что-то там про работу в паре добавить. Может быть, Сергей добавит по этому поводу. Так, первое хочу добавить к предыдущему вопросу, то что независимо от этих все классные коммуникации, куча итераций, Довгань, Паниф и так далее и тому подобное, это совсем не значит, что что-то это окончится деньгами, потому что эта процедура достаточно долгая, да, вспомним клиента Шварц, который заходил 1,5 года, и в целом коммуникация с каждой неделей имеет тенденцию к утиханию, поэтому мы нифига не эйфорим, нифига не радуемся, не потираем руки, мы просто профессионально выполняем свою работу. А роуд-шоу или эти поездки, это является неотъемлемой частью, достаточно мощным каналом лидогенерации, и коммуникация с клиентом остается в офигенно бодрящем ритме. Я думаю о том, что приезжая раз в квартал, получится в течение 3 недель, получится перебирать все эти итерации, и они будут просто вопрос времени, рано или поздно становиться нашими клиентами в зависимости от потребностей, рынка и так далее и тому подобное. Это первое. Второе хочу добавить, это то, что самое главное о том, что Визом начинает позиционировать себя как IT-компания на территории Соединенных Штатов. И сори, Майами, тусовка, где там все мега-лакшери, делюкс, круто, крутые тачки. Я не видел в США более крутых тачек, даже если это и арендованные. Это туса, и эти люди приехали туда и услышали из уст клиента рекомендацию о IT-компании Визом и как надежного партнера. Соответственно, в голове у них отложился не то что кирпичик, а некий железобетонный блок, потому что типа IT-продукт хочу, Визом давай, вот они есть, рекомендация готова. Это стоит на самых, я думаю, огромных денег и огромных усилий. И я очень серьезно рад тому, что мы вот делаем правильные шаги и показываем, рекламируем Визом там, где это нужно. Недостатком этого всего является, к большому к сожалению, это то, что коммуникация, как была, есть и будет, остается на русском языке. И все наши громадные усилия по освоению этого богатого, неотъемлемого и бляха-муха трудного этого английского языка на уровне носителя, как мы знаем с Женей, ну, как минимум украинский, русский, то она оставляет желать лучшего. Нет практики, и у нас, по сути, нет коммуникации, нет клиентов. Это, конечно, хуже, чем бы должно было быть, потому что я думаю, что денег все-таки у американских клиентов, ЛПРов и компаний больше. И они тратят и находятся в более надежном состоянии. Но я думаю, это просто вопрос времени. Это по поводу прошлого вопроса. По поводу вопроса о состоянии для встреч, да плевать вообще сколько встреч на самом деле. Там ты просто находишься в такой эйфории, тебя настолько повышен адреналин в крови, что тебе вообще плевать на то, сколько встреч, куда надо ехать и так далее и тому подобное. Потому что вся эта окружающая среда, она абсолютно другая. Это ты попадаешь туда, и вот неделя, это просто на одном дыхании прошло. Просто ты так вдохнул, выдохнул, неделя закончилась. Поэтому для нас в прошлом эти все джетлаги, перелеты и так далее и тому подобное. Это просто работа. Сел, поехал, отбомбил и приехал, работаешь следами. Опять сел, поехал, отбомбил, приехал, работаешь следами. Вот это мое мнение по поводу всего этого. Подожди. Как я хочу добавить, мы встречались с девочкой, с особью женского пола. И она задает вопросы. Ты что, не пьешь? Я говорю, нет. Вообще? Я говорю, как бы да. Ты что, куришь? Я говорю, нет. Ты что, под наркотой? Я говорю, да нет. Так, а что ты тогда вообще здесь делаешь? В Майами? Да, прекрасно. Окей, понятно. Другого ответа на самом деле и не ожидал по поводу темпов, ритма и энергии на встречах. Тут как бы было очевидно, что там нам и 5 мало, да, нам надо 10 в день успевать, и мы это сможем. Но здорово, да, что партнерская работа получается. По поводу итераций и общения на английском языке, насколько я понимаю, тут же просто вся суть была в том, что было нишевое мероприятие, в котором были в основном иммигранты, поэтому так случилось. И уверен, что в будущих поездках это исправится.
и наконец-то мы доберемся уже до той прослойки американцев англоязычных, которые там не одно поколение строят свой бизнес на американском континенте. Именно о планах на будущее сейчас как бы я и хотел поговорить. Ну, во-первых, ориентировочно, приблизительно понятно, что в наше время сейчас что-то планировать точно достаточно тяжело, но хотя бы ориентировочно, когда следующая поездка, какая цель, к чему идем дальше, к чему стремимся, есть ли уже там общее понимание этого концепта. Ну, в этом году однозначно будет третья поездка, она будет в сентябре, и пока не знаю, это будет с 9 по 23, либо там со следующей недели по 30, или может быть 2 недели сентября, первая неделя октября, я пока не знаю. Дело в том, что тот же проект Хаука организовывает какой-то ивент, посвященный логистике, хочет, и чтобы мы были спикерами там, выступали, и наш бы кейс был бы крут, кстати, да, и мы уже с организаторами поговорили о том, что мы имеем достаточно большое портфолио и опыт для того, чтобы рассказать то, что мы делаем, и это будет достаточно интересно. Плюс наш опыт становления компании и продвижения, он ничуть не хуже, чем их опыт развития в Соединенных Штатах. Поэтому и мы умеем это рассказывать. Поэтому клиент будет проводить ивент, мы ждем от него подтверждения по датам, и будем от этого, как всегда, отталкиваться, забронируем. Непонятно, что бронировать, потому что я бы, конечно, хотел иметь однозначно это Чикаго, потому что ивент клиентов там больше всего. Второе, это Нью-Йорк, у нас там есть клиенты, и в целом это город силы и энергии, и денег, все деньги мира в Нью-Йорке, как нам сказали. И плюс тоже Майами. Я надеюсь, что та база останется, и итерация с ними будет полезно. То есть, если мы за 3 недели посетим 3 города, это будет прям, наверное, топчик моих как бы целей и ожиданий. Это будет капец как сложно, но все, что не убивает, делает нас сильнее, поэтому все зашибись. Круто, спасибо большое. Женя, добавь свои ожидания от следующей поездки. Ну, я сначала дополню касаемо предыдущей поездки. Мы, скажем так, провели очень большое количество итераций, встреч. Многим пообещали, что мы сделаем А, Б, С, Д, Е. И после предыдущей поездки, ну, очень-очень много времени уходит на то, чтобы все-таки с этими контактами поддерживать взаимоотношения, выполнить те договоренности, которые мы там достигли, и чтобы, по сути, ROI был положительный, потому что все это про деньги, про то, чтобы на вложенные инвестиции был возврат, revenue, и я как раз сейчас этим и занимаюсь. А касаемо новой поездки, мы уже решили, что мы все-таки будем спикерами на следующем мероприятии. Хотели бы сделать этот челлендж для нас. И тот контент, который у нас есть, мы готовы им поделиться. Он будет 100% полезен для аудитории в траковом бизнесе, потому что мы на этом очень-очень хорошо, в этом очень хорошо разбираемся и готовы этим поделиться. Супер, спасибо большое, чувствуется ваша энергия, чувствуется заряженность, чувствуется, что поездка точно прошла не зря, все больше и больше Визом пускает корни на американской земле, становится все более и более известной компанией в Штатах, это прекрасно, это по-настоящему повод для гордости, когда компания из Херсона сейчас планирует, ну, практически IT-экспансию 3 самых больших и главных городов штатов, да, Нью-Йорк, Майами, Чикаго, и все это происходит на наших глазах, с каждым разом все больше и больше. За это вам, парни, огромное спасибо. Вы делаете супер крутую, супер важную работу. Она важна не только для Визома, но и, я думаю, для Украины в целом, для популяризации наших специалистов, наших людей, нашего видения вообще бизнеса. Это и налаживание этих трансатлантических связей в этом самом бизнесе.
Могу только порадоваться и держу кулачки за то, чтобы эта поездка окупилась старицей и принесла нам много интересных новых клиентов, кейсов, углублений со старыми клиентами. Ну и, конечно же, чтобы все состоялось и у нас круто прошла следующая. На этом вынуждены прощаться. У нас и так сегодня необычно удлиненный подкаст, потому что мы собрались втроем, и тема действительно важная, хотелось о ней поговорить. Буквально 2 слова, Жень, что хочется сказать вот по впечатлениям по поездке, чем хочется поделиться с ребятами? Жень, расскажи это с точки зрения человека, который 9 лет назад пришел в компанию, в Херсон, продавал сайты за 800 гривен по скидке и через 9 лет поехал в Майами. Ну да, я как сейчас помню, есть такая в Херсоне, там Надежда Шилик, у нее салон штор, не помню, как он называется, как-то какое-то такое название на жилпоселке было. Я продал ей сайт за аж 1500 гривен, и был такой довольный, думаю, блин, заключил контракт, какой я молодец. Потом еще продвижение за 650 гривен, это был просто космос космический. И на тот момент там это все было просто веб-студия, просто сайты, просто за какие-то небольшие деньги. А сейчас, когда ты летишь через Атлантику и понимаешь о том, что ты обычный простой парень с провинциальных мест на юге Украины, летишь через Атлантику в Майами и будешь встречаться с большим бизнесом, большими траковыми компаниями. В принципе, в Майами это как-то unbelievable, скажем так. И этот путь в 9 лет, поглядываясь назад, понимаешь, что не зря мы там принимали решение заводить, не заводить какие-то контракты, делать или не делать какие-то шаги, изучать или не изучать какой-то дополнительный язык или там для общения или язык программирования. То есть все это привело к тому, что мы были в Штатах, мы планируем новые поездки в Штаты, мы планируем увеличивать свое присутствие и доходы со Штатов для IT-рынка Украины. Ну и для нас, как для компании в целом. Супер! Спасибо большое. Это удивительная, хорошая, добрая, чистая, а главное, абсолютно правдивая история, которую я с радостью могу подтвердить. Спасибо, Женя. Сергей, может быть, ты еще хочешь напоследок чем-то поделиться с ребятами? Да нет, я просто хочу еще раз сказать, по-моему, говорил в прошлом подкасте о том, что думаю, спустя совсем недолгое время мы будем лететь в самолете командой из 8 человек обратно и говорить, хвастаться, кто сколько клиентов завел, проитерировал, коммуницировал, нашел и так далее и тому подобное. Я думаю, это будет в ближайшие несколько лет. На том и поставим сегодня оптимистическую точку. Спасибо всем большое. Это был канал подкастов Визом 001. И услышимся в ближайшее время, когда будут новые интересные новости. Всем пока-пока. Всем пока.